Полная или частичная потеря зубов ведет к серьезным проблемам со здоровьем и эстетикой, из-за чего у пациента возникает ряд комплексов, и это связано с нарушением дикции, невозможностью улыбаться, общаться даже с близкими людьми. И, конечно же, пациенты со временем начинают меньше потреблять пищи, она становится более мягкой, ограниченной, из-за чего нарушается качество жизни. Здравствуйте, меня зовут Резяпов Марат. Я врач-стоматолог, ортопед-гнатолог и занимаюсь как раз восстановлением отсутствующих разрушенных зубов в правильном функциональном прикусе относительно височно-нижнечелюстного сустава. И если говорить об отсутствии зубов, то откладывание решения данного вопроса неминуемо ведет к атрофии, то есть убыли объема костной ткани, которая со временем приводит к невозможности уже восстановления отсутствующих зубов. И если пациент решит быстро восстановить отсутствующие зубы съемным протезом, то, безусловно, он сможет улыбаться, разговаривать с людьми, но функциональность, то есть жевать данными зубами, будет возможность только на 50% от того, как вы жевали ранее. Помимо отсутствующей функциональной значимости таких съемных протезов, мы, конечно же, предупреждаем пациентов, что они съемными являются и в самый неподходящий момент, как правило, начинают выпадать. Пациенты из-за этого не могут расслабиться и всегда в напряжении находятся. Вы, возможно, подумаете, что я говорю только о минусах данных протезов, но по факту пациенты, которых я принимаю, именно такую обратную связь и дают. Они не могут полноценно жевать яблоки, шашлык, овощи, которые мы привыкли каждый день потреблять, из-за чего приходится использовать блендер, разрезать на кусочки. Насыщение и ощущение пищи исключительно другое становится. То есть пациенты из-за вот этих съемных протезов чувствуют еду иначе. Это можно сравнить банально с вкусной конфетой вашей любимой, которую вы хотите прожевать. При этом эта конфета в упаковке находится, и вы ее кушаете, но вкуса не чувствуете. То есть если говорить об ощущениях пищи, то она снижается, наверное, до 30% из-за того, что все рецепторы закрываются как раз-таки данными съемными протезами. И это далеко не все, что пациент испытывает. Со временем при длительном ношении съемных протезов возникает уже очень сильная убыль, потеря костной ткани. И со временем, если пациент захочет восстановить все же отсутствующие зубы несъемными зубами, то потребуются дополнительные костные пластики, дополнительные десневые пластики, которые, во-первых, срок реабилитации будет очень длительным. И, во-вторых, вот эта убыль кости не дает стопроцентный прогнозируемый результат. То есть вначале, казалось бы, мы сэкономили, сделали быстро, дешево, но со временем это приводит к последствиям, из-за которых приходится долго и очень дорого восстанавливать эти отсутствующие зубы. Также одним из дискомфортных ощущений, которые описывают мне каждый раз пациенты при ношении съемного протеза, это вот первый период, самый дискомфортный период адаптации. Пациенты, получая новый протез, думают, что они все могут сразу выходить и полноценно жевать. Но, к сожалению, протезы устанавливаются на мягкую слизистую оболочку, на десну. И десна, не предназначена для приема пищи. И, соответственно, вот эта нагрузка, к которой десна привыкает, она в целом примерно где-то около месяца адаптации требует. И пациенты в течение месяца приходят на какие-то потертости, раздражение в десне, покраснение десны, десна где-то кровоточит, где-то появляются язвы. Это все, что пациенту придется пройти в первый период адаптации к съемным протезам. Но не стоит отчаиваться. Со съемными протезами пациенты также живут реально всю жизнь. Просто они привыкают к этому уровню качества и спокойно начинают жевать более мягкую пищу. Если говорить об эстетике, то есть техники и материалы, которые позволяют создать очень природоподобные живые зубы. То есть эстетически пациент действительно полностью восстанавливает качество жизни. То есть он может улыбаться, разговаривать. Единственное, конечно, думать важно, чтобы в определенный момент зубы не выпали. И если говорить о привыкании, именно нарушение дикции, тоже вот этот первый месяц адаптации, если пациент, он его прошел, все рекомендации доктора, так скажем, соблюдал, то может спокойно, уже уверенно и разговаривать без нарушения дикции. И это еще не все. Безусловно, пациенты на первом этапе тратят
Если говорить про стоимость протезов съемных, от 20 до 50 максимум тысяч за полную челюсть. И таким образом, конечно, пациенты за 2 недели могут восстановить все отсутствующие зубы, получить природоподобную улыбку и улыбаться, разговаривать с близкими. Но не все так однозначно. Если говорить о привыкании, пациент привык и начал эксплуатировать съемные протезы. За буквально 5 лет объем костной ткани уменьшается и съемный протез расхлябывается. Его необходимо либо перебазировывать, либо изготавливать новые съемные протезы, и снова идет порочный круг, то есть пациент заново начинает привыкать к этим некомфортным съемным протезам. И что же получается? Каждые 3-5 лет съемные протезы приходится пациенту менять. Да, это пациенту быстро и дешево позволяет восстановить отсутствующие зубы, но, как вы понимаете, со временем для здоровья неминуемо происходит вред за счет убыли кости и всего, что я говорил ранее. Теперь в сравнении со съемными протезами рассмотрим вариант восстановления отсутствующих зубов на дентальных имплантатах. Дентальные имплантаты – это искусственные корни зубов, которые изготавливаются из сплава титана и вживляются в костную ткань. Как и у любой медицинской манипуляции, здесь есть показания и противопоказания. В каких случаях мы не можем поставить дентальные имплантаты? В первую очередь, если сахарный диабет у пациента есть, пациент инсулинозависимый и показатель сахара более 7. Во-вторых, если есть общесоматические заболевания у пациента, связанные с нарушением свертываемости крови, заболеванием крови. И третье, при онкологических заболеваниях после химиотерапии пациентам, безусловно, данная процедура будет абсолютно противопоказана. Во всех остальных случаях, безусловно, пациент может восстановить отсутствующие зубы. И в отличие от съемных протезов, как я ранее уже говорил, здесь восстанавливается стопроцентная жевательная эффективность. То есть пациенты могут полноценно кушать уже и шашлык, и яблоки, и овощи. И если сравнивать съемные протезы и зубные имплантаты, то срок изготовления в случае съемных протезов, как я говорил, занимает 2 недели. То есть 2 недели пациенту необходимо приходить порядка 4-5 визитов, и после несколько визитов по коррекции прикуса потребуется для того, чтобы привыкнуть к съемному протезу. В случае зубных имплантатов пациент за один визит, даже при желании под наркозом, то есть он засыпает вообще, выполняет всю хирургическую работу и сразу устанавливается временный несъемный протез, с которым пациент уходит полностью социально восстановленным, улыбающимся, разговаривающим со всеми окружающими его близкими людьми. То есть в случае, если съемный протез нужно изготавливать 2 недели и пациент ходит без зубов, то в случае зубных имплантатов пациент за одну операцию восстанавливает полную красоту. И плюсом к этому пациенту не обязательно восполнять 14 зубов 14 имплантатами. Достаточно от 4 до 6 имплантатов, чтобы пациент полноценно начал жевать. При этом срок службы имплантатов никак не будет ограничивать пациента. То есть он будет полноценно функционировать, жевать, восстанавливать жевательную эффективность, как я говорил, на 100%. И вы наверняка подумаете, что имплантация имеет один серьезный минус в виде его стоимости. Но на самом деле не все так прозрачно. Если вы думаете, что съемные протезы можно быстро и очень дешево восполнить, то возьмем, например, я как говорил, от 20 до 50, среднюю стоимость около 30 тысяч. Представьте, каждые 3-5 лет нужно будет менять съемные протезы. Рассмотрим там на 16 лет, например, потому что импланты служат нормальные от 10-15 лет. За 16 лет вам потребуется восполнить зубной ряд 4 съемными протезами. Их стоимость в этом случае будет, умножая на 30, порядка 120 тысяч рублей. В случае же восстановления жевательной эффективности на дентальных имплантатах вы восполняете один раз жевательную эффективность, и вам остается следить только за гигиеной полости рта, чтобы эти дентальные имплантаты и протезы прослужили как можно дольше. И вот с этим интервалом 15-16 лет на один зуб стоимость будет порядка 70 тысяч. То есть, если глобально посмотреть, жевательная эффективность, восполненная на 100%, за один дентальный имплантат будет стоить 70 тысяч. При восстановлении жевательной эффективности на съемных протезах их стоимость будет 120 тысяч. И поэтому в моменте вы, конечно, выиграете, но глобально
на длительном промежутке дентальные имплантаты 100% будут выгоднее для вас. И если говорить о других преимуществах зубных имплантатов, то, безусловно, качество жизни у вас будет гораздо лучше. Вы можете полноценно жевать, ни в чем себя не ограничивать, чувствовать себя без комплексов, спокойно общаясь, не переживая, что съемный протез в какой-то момент у вас выпадет из полости рта. Поэтому самое важное, что я бы хотел донести этим роликом, это то, что вы можете полноценно жить, функционировать, улыбаться и, главное, кушать все продукты питания, которые необходимы для организма. И если говорить о съемном протезе, то это как костыль, как некомфортный протез, которым вы восполняете жевательную эффективность, но максимум на 50%. Как вы понимаете, я рассказал все плюсы и минусы каждого варианта восстановления отсутствующих зубов. И, безусловно, выбор за вами. Мы, доктора, можем только рекомендовать все возможные варианты восстановления. И если вам необходима консультация специалиста, мы, безусловно, рады будем вам рассказать конкретно в вашем случае, как мы можем восполнить отсутствующие либо разрушенные зубы. И не забывайте подписываться на канал, и до встречи в следующем видео.